Деньги – это ключ к свободе и яркой жизни. И в новом выпуске подкаста мы раскроем, как избавиться от страха и выйти на новый уровень заработка. А как их обнаружить, свои страхи? Вы можете сделать и x10, и x20. Наш подкаст для тебя, если ты чувствуешь, что топчешься на месте и не можешь пробить свой финансовый потолок. Если тебе так кажется, то это точно тебе не кажется. Начинай уже что-то делать. Ну и затронем, конечно же, самую больную тему для многих. Мы создаем искусственно вот эти долги для того, чтобы получить эту любовь и внимание. Эх, придется нам всем закрывать долги. Этот выпуск подкаста – твой первый шаг к большим деньгам и настоящей свободе. Обязательно досмотри его до конца, не забудь подписаться, поставить лайк, для нас это с командой очень важно. А еще в конце выпуска тебя ждет классный подарок от Осель. Приятного просмотра! Ребята, мы продолжаем наш второй сезон на тему психологии и мышления. Я вот недавно буквально слетал в Астану, и мне вот ребята там классную обратную связь дали. Очень много, оказывается, людей смотрит именно вот второй сезон. Мне это очень приятно. Кстати, классным будет подтверждением для меня и моей команды. Если вы подпишетесь на канал, это вообще будет вдвойне. Мы стараемся, очень много денег сюда вкладываем, души, энергии, любви, и чтобы вы кайфанули. Продолжаем исследовать наше мышление и выбрали тему, которая вообще без шансов, да, не оставляет никого равнодушными. Это тема денег. Сегодня я позвал эксперта, психолога Осель, которая просто очень глубоко именно в этой теме разбирается, чтобы мы с ней обсудили и разобрались, где большие деньги, как найти, как реализоваться личностно, да, то есть как выйти из долгов. И вот эти все темы мы сегодня будем обсуждать. Да, здорово. Осель, добро пожаловать, вот познакомьтесь с аудиторией. Очень приятно. Меня зовут Осель Исенбай. Я дипломированный психолог. Стаж работаю около 10 лет в этой сфере. У меня 3 высших образования. Юридическое, экономическое и вот психологическое. Да? Я замужем, у меня 4 детей. В сфере психологии я уже давно изучала психологию не для того, чтобы ее давать людям, так скажем, да, а для того, чтобы в первую очередь прокачать себя. И как только у меня это все начинало получаться, я стала делиться с людьми. И клиенты приходили, вот я нигде не позиционировала себя как психолог, но люди приходили ко мне по рекомендации именно коллег, с которыми я контактировала, практиковала, так скажем, да, они начали отправлять ко мне своих близких людей, своих мам, мужей, да, и это для меня было очень ценно, потому что уже в тот момент видели какой-то, так скажем, какую-то силу, да, умение довести человека, вывести из какого-то состояния и довести до результата. Супер. Давайте возьмем вот тему денег, да, вообще с точки зрения психологии, мышления, вот что такое деньги? Вот дайте свое определение. Очень слишком большое значение мы придаем именно деньгам. Как будто бы это уже что-то такое инопланетное, и мне необходимо что-то познать для того, чтобы ими владеть. Но когда мы относимся к ним так же, как и ко всем ресурсам обычным, там, скажем, еда, солнце, вода, тогда у нас и отношение меняется. Да? Я к деньгам отношусь как к результату грамотной работы и индикатору того, что насколько ты правильно движешься по жизни. То есть деньги равно... Это показатель того, насколько ты на своем месте. Как понять, что я на своем месте с точки зрения денег? Они должны приходить легко, или бывает, ты на своем месте, но они идут сложно? Вообще, как деньги должны приходить? Деньги приходят как результат легко, когда ты занимаешься именно тем, что тебя вдохновляет, что приносит людям пользу. Тогда деньги приходят легко. Вот я сколько замечала, и даже по себе я все время изучаю именно тему денег. Для меня она всегда была актуальна, и сейчас на самом деле самая актуальная тема, и для чего ко мне в основном и приходят именно с таким запросом. И прорабатывая какие-то свои моменты, даже абсолютно не связанные с деньгами, люди в любом случае приходят как результат к деньгам. Вот. Прикольно. То есть такое, как объективный показатель, насколько качественной работы, я так скажу. Окей, супер, хорошо. Есть ли какая-то практика или что-то такое, чтобы понять, я на своем месте или не на своем месте? Вообще, как понять, я работаю на своем, типа делаю то, что я должен делать, или это не то?
В первую очередь это должно вдохновлять человека. И когда он чувствует, что он на своем месте, то есть у него даже вопросов и не возникает. И я помню вот такой момент, когда я долгое время работала в найме. И больше 10 лет стажа, да, в банковской сфере, лет 13, да, уже на тот момент. Казалось бы, я уже состоявшийся эксперт в своей нише, в сфере юриспруденции. Но, тем не менее, приходит ко мне такое, что как будто бы я что-то делаю не то, и я недополучаю, так скажем, да, каких-то ресурсов от того, что я делаю. И как бы я ни старалась, например, больше проявить себя, что-то сделать больше, там, как-то выложиться, оклад, он не менялся. Ну и как звоночки такие приходили, да, что у меня часто болели дети. У нас начали, как бы сказать, разлад такой в семье, да, тоже на отношениях с мужем это складывалось. И, соответственно, я начала задумываться, а правильно ли вообще я иду. И здесь вот именно как раз вот такой вот момент. На своем ли я месте нахожусь? Вроде бы да, мне профессия нравится, у меня классно все получается, но тем не менее, почему у меня дети часто болеют, почему у нас с мужем отношения не складываются? И в целом по финансам я как будто бы недополучаю. И тогда я принимаю решение, что, скорее всего, возможно, я чем-то не тем занимаюсь. Потому что я не хочу себя ограничивать с 9 до 6 каждый день и получать, опять-таки, какую-то фиксированную сумму. И мне было очень сложно уходить с найма, тем более уже после 30 лет на тот момент, да, и, казалось бы, уже все есть, и квартира, и машина, и должность, и работа, да. А куда? А зачем? Вроде такая стабильность. Но, тем не менее, я где-то полгода, можно сказать, увольнялась с работы, да, и все-таки уволилась с работы, и вот как раз пошла именно в направлении того, чтобы искать себя, так скажем, да. На тот момент очень была вот эта тема актуальна, возможно, и сейчас, да, предназначение. Да, но это сейчас одна из самых актуальных тем. Да. И вот я вот пошла в поисках, так скажем, своего предназначения, что мне нравится. Я ходила на различные мастер-классы, тренинги, все, что связано с мышлением, да, и постепенно все-таки начала как-то вот задумываться насчет этого. Но, тем не менее, принимаю решение, что начинаю потихонечку обучаться, да, полноценное обучение одно получаю, да, коучинг, НЛП, да, и дальше семейные тоже психология, да, то есть постепенно я все-таки углубляюсь в этой теме, но в корне я все равно себя чувствую, я юрист, я не психолог, я так просто балуюсь. Но со временем, когда уже стали лучшие результаты приходить и клиенты, да, я уже понимаю, что вот, я не смотрю, сколько я зарабатываю денег, но в целом я чувствую, что я в потоке. Деньги есть, мне нравится, я кайфую, да, я такой чувствую такой драйв. Вот. И что самое классное показатель, да, дети не болеют. А отношения с мужем тоже наладились, да, прям классные, они вышли на новый уровень. Я думаю, блин, ну вот же, то есть вот так вот, думаю, так и должно быть. То есть внутреннее чувствование, контакт с собой тоже наладилось. Одно дело, когда ты не понимаешь, нравится ли это мне или нет, потому что всю жизнь тебе говорили, что должно быть так-то так. А тут ты начинаешь как будто бы снова ознакомиться с самим собой тоже, познавая это все. Да, я вот хотел тут тоже добавить такой пример, да, что действительно важно делать то, что ты любишь. И вот самый яркий пример, который я всегда привожу, это вот Нусрет. То есть для меня он мясник, да, а вот кто такой мясник? Это человек, который вот стоит на базаре, грязными руками, с кровью, да, что-то там делает, потом еще берет деньги наличные и вот так стучит ими по мясу. Вот у меня такая картинка из детства, да, ну мясник, все, вот это его весь уровень, казалось бы. Ну, Нусрет, это миллиардная компания сейчас, да, и что он делает из мяса, да, это же искусство. И он же реально сломал просто систему, грубо говоря. Все шаблоны разорвал, да. И доказал то, что если ты на своем месте, если ты искренне это любишь и делаешь свое дело вот так, с кайфом, то все само сложится. И не надо переживать за способы, как ты это монетизируешь. Поэтому подумайте, вот как вот только что, да, на примере вот Асель. Выпишите сейчас для себя, особенно вот такой важный момент, на самом деле, я считаю, это важно проговорить.
часто люди, ну, особенно кто в бизнесе, кто эксперты, они как бы проговаривают так, что как будто бы звучит так, как будто найм это плохо. Я думаю, что это не совсем так. Ну, То есть да, тут дело индивидуальное. это И, конечно. знаете, я вот часто говорят, особенно очень богатые почему-то люди, я сейчас это понимаю, очень крутые топы в компаниях зарабатывают больше, чем многие предприниматели. Просто как факт. И намного меньше испытывают стресса, ответственности и так далее. Поэтому тут все индивидуально. Это очень важный дисклеймер такой от меня. И что я хотел добавить, да, что, может быть, зафиксируйте, напишите сейчас у себя, что а куда меня тянет, что меня интересует, что я смотрю на ютубе, что я читаю, какие книги, да, и попробуйте в эту сторону пойти. Простой пример. Мои подкасты. По сути, это вообще штука, ну, сложно монетизируется. И со временем у меня появляются разные возможности. Плюс к этому меня самого интересует тема мышления. И прикиньте, недавно я вот общался с одним парнем, он мне говорит, знаешь, я удивился, когда узнал, что там ребята, чемпионы, хоккеисты, смотрят Vision. Я говорю, а что в этом такого? Ну, он говорит, ну они, хоккеисты, спортсмены и психология, ну, типа, твой вот этот сезон, как это связано? Я такой, блин, прикольно. Он говорит, я у них поспрашивал, оказывается, они из-за того, что многие там, ну, ребята именно не ходят к психологу, не знают этих всех вещей, для них подкасты как бесплатный способ такой узнать про себя что-то. И представьте, ну, насколько, типа, вот этот мой интерес, который реально есть, он сейчас потихоньку становится целым вот таким вот проектом, да, где уже практически 100 тысяч подписчиков, если не уже. Поэтому вот вам еще один пример. От себя еще хотелось бы добавить такой момент. Ко мне вот часто именно пишут с таким вопросом. А как понять, да, вот что мне такое ощущение, что мне кажется, да, вот что как будто я все делаю не так. Все время хочется сказать, если тебе так кажется, то это точно тебе не кажется. Начинай уже что-то делать, потому что в любом случае рано или поздно тебя эта система выкинет. Вот. Поэтому лучше уже делать какие-то действия, предпринимать, смотреть, наблюдать, как ты вот правильно сказал, да, что мне нравится, оказывается, что я чаще всего смотрю, да, и это действительно приводит к тому. И вот как показатель даже вот с твоим случаем, да, ты вот говоришь, я начал, вложил сюда очень много денег, но ты от этого кайфуешь, получаешь удовольствие, и, соответственно, и ресурсы приходят, и люди подтягиваются, и возможности подтягиваются. Вот я всегда вот об этом говорю, что когда человек на своем месте, все идет легко. Супер. Это главный критерий. Зафиксировали. Все, давайте теперь погружаться в саму тему денег. Что мешает их больше зарабатывать? Ну, в первую очередь, это всегда страхи. И по поводу вот вообще думала, насколько сейчас актуально говорить о больших деньгах, да? У меня есть такие кейсы, что вот один из самых ярких кейсов, да, который вот недавно произошел, я тоже спросила у клиента, могу ли я об этом сказать. Да, ну без имен, без ничего, да, что мы привлекли инвестиции буквально за небольшой короткий период времени в размере 1 миллиарда тенге, когда ему принесли вот просто вот чемодан денег, на вот бери, не было никакого бизнес-плана, ничего, да, но принесли деньги, да, то есть это результат прорабатывания и работы над собой и над своим мышлением, над своими страхами, да. Как только мы это убрали, четко определили цель, убрали это, деньги как следствие пришли, просто легко, да, и человеку не надо было там что-то сидеть и готовить, да, на тех же ресурсах пришли вот такие же деньги, да, очень большие деньги. А как так происходит? Только работая над своим внутренним состоянием, над своим мышлением, убирая внутренние вот эти вот страхи, убеждения, программки, которые нам мешают. А как их обнаружить, свои страхи по поводу больших денег? Выписывать. Что я думаю? Вы знаете, такая есть простая практика, кстати, я ее тоже давала. Чем плохо иметь большие деньги? Почему плохо иметь большие Большие деньги. Вот просто взять и выписать себе, почему я не хочу иметь большие деньги. Прямо сейчас? Да, вот прямо сейчас вы можете прям взять блокнот и выписать как не меньше 100 пунктов ответов на этот вопрос. Почему я не хочу иметь большие деньги? Все. И там выйдет очень много страхов, и большинство даже будет чувствовать сопротивление к этому, что ну как, я же хочу их, но тем не менее будут вылазить какие-то такие страхи, что там, а будут просить родственники, а может быть у меня их украдут, типа как будто бы придумал, но никто же не нашептывает. Давайте я вот сейчас накидаю со своей стороны, может так зрителям тоже будет легче, и я тоже вот признаюсь. Первое, это, наверное, почему большие деньги мне не нужны, да, то есть потому что я боюсь, что я не смогу ими правильно распорядиться,
и они Мгм. исчезнут. Да. Второе — это мне страшно, что их отберут. Да, вот эти два момента, вот основных. Вот Мгм. прям Да. сразу, что пришло. А то, что пришло, да, ну, когда ты сядешь и будешь выписывать 100 пунктов, там, поверь мне, будет еще больше. И даже какие-то, казалось бы, ну, очень странные, так скажем, да, ну, ты их будешь дописывать, но они будут и разворачиваться. И как только мы уже какие-то страхи выявили и проговорили, уже будут сниматься с этой, ну, с этой зоны, так скажем, напряжения. Наше задание убрать это, да. Давайте практику. Выпишите сейчас список. Как правильно задать вопрос? Почему я не хочу иметь большие деньги? И вот для себя честно выпишите, это нужно для того, чтобы вы уже это увидели, это у вас снялось какое-то напряжение, и как бы, соответственно, вы уже легче начали их зарабатывать. Давайте попробуем в любом случае. Да, почему эта техника очень эффективна? Вроде бы простая, да, потому что сознательно мы все хотим денег. И может даже сказать, когда я задаю вопрос, а сколько вы хотите иметь? 1 миллиард долларов, да, такая модная, такая Да, прям. да, да. А я говорю, а сколько вы зарабатывали? Ну, даже там миллиона тенге нет. Ну, о каких миллиардах может Да. идти речь, да, правильно? А здесь хотя бы вот с минимальной суммы начать поставить, да, то, что комфортно тебе. А, кстати, вот тогда следующий вопрос. А вот сейчас модно X10, или вот как правильно, вот X2, или X10, или X5, или Вы вот можете как? сделать и X10, и X20, да, и больше. Но здесь надо понимать, каких ресурсов мне это стоит, какие ресурсы я буду вкладывать туда, да. И когда мы идем к своим деньгам, так скажем, да, вот, например, если есть идея, что я хочу заработать 10 миллионов, да, вот условно, или там миллиард, окей, я понимаю, что да, это уже есть в моей, так скажем, жизни, да, ветки вероятности, но это растянуто у нас, к примеру, там, ну, на определенный период времени, ну, на лет 5, может быть, 3, да. А когда я говорю, вот я хочу здесь и сейчас, то есть те уроки, которые ты должен был пройти, и тот опыт и те навыки, которые тебе надо было освоить за этот период для того, чтобы прийти к этой сумме, тебе надо будет сократить, к примеру, там, до месяца или до 2. Да, и представляете, что будет тогда происходить с людьми? Я это тоже проживала, я это видела на своих клиентах. Это такое, вот, знаете, такая вот трясучка, подтряхивает, когда ты совершаешь вот этот вот, как говорят, вот квантовый скачок. Я это проживал. Вот, да. Да. И ты вот чувствовал же прям тело аж подтряхивает, ты не Ужас. знаешь, что делать. То есть ты прошел вот этот вот опыт, то, что вот было тебе там на 5 лет, да, так скажем, ты должен был это сделать, а ты сократил этот период. Поэтому можно и так, да, двигаться, но это очень энергозатратно, и очень много ресурсов мы туда затрачиваем, да. Либо можно будет как-то постепенно, Гармонично. да, гармонично, Да. и зато это будет стабильно. И легче удержаться, потому что когда ты совершаешь такие квантовые скачки, такой момент, что надо и удержаться там. Можно вот так резко и подняться, и в то же время не выдержать и скатиться. В следующий раз не повторить. И часто бывает такое, что в следующий раз не повторяешь. Почему? Потому что у тебя уже на телесном уровне Заряды такие, грубо говоря. страх. Страх, да. Да, потому что тебе столько всего надо было сделать, Да. и у тебя прям ты не включаешься. Мгм. Тебе уже страшно. Да, я вот тут тоже свой пример приведу. Один раз я за месяц сделал X8. Ну, то есть это просто, ну, прям много, короче, да. И я помню, как я ехал домой, и у меня была невероятная тревога, и я эти деньги раскидал и потратил буквально за очень короткий срок. Теперь я понимаю, чтобы снять напряжение. Да. И я, представьте, у меня на карте осталась та сумма, которая у меня обычно приходила. То есть я психически не был готов. Как бы модно было мне загадать себе вот такой рост, но, оказывается, в реальной жизни я не был к этому готов. И представьте, по идее, по-хорошему надо было бы радоваться, там, сделать сальто через себя отчасти, но я супер нервничал, стрессовал и не знал, что с ними делать. Поэтому вот действительно иногда гармоничный рост лучше, да, если посмотреть в природе, там, как растут цветы, да, допустим, я не знаю, то есть они же вряд ли вот так растут, да, и тут то же самое. Или даже вот пример с беременностью. Мы же вот, то есть 9 месяцев в животике у мамы, и определенный период проходим. То есть это в любом случае определенный период времени. Я понимаю, что да, сейчас все возможно, и можно прям очень сильно соскочить, но в тот момент в любом случае это сложно, начинаешь стрессовать и хочется избавиться от них. То есть это говорит, что мы бессознательно мы хотим большие деньги, но бессознательное наше, оно не готово, и оно будет каждый раз нас, то есть, ну, опустошать, так скажем, избавляться от этого. По итогу,
как правильно расти? То есть как вот, есть ли какой-то Постепенно. процент или вот X какой-то, я не знаю. Я бы сказала, вот как раз именно в сами суммы, да, я никогда не лезу, потому что, например, для меня ок 5 лямов, да, к примеру, а для тебя будет там по 10 лямов нормально. То есть, ну, и у каждого емкость будет разная. Здесь надо, вот я все время говорю, для того, чтобы был контакт с собой, поставь себе вот руку на солнечное сплетение, да, и спроси, какая тебе сейчас сумма, без вот этих вот всяких инстаграмных штучек, что сейчас модно, а там тут сделал x10, а это сделал x30, я не знаю, как тебе будет комфортно. Потому что если человек эту сумму не принял, так скажем, внутри себя, он в любом случае будет сопротивляться и не будет к ней идти. Прикольно. Практика. Давайте прямо сейчас положим грудь себе вот сюда и спросим. Да, и Сколько спросим, комфортно? какую сумму сейчас в точке Б мне комфортно, да? Все, принято. Классно. А вот вы сказали насчет емкости. Вот я не первый раз слышу это. Что значит емкость? Смотрите, вот у нас есть, так скажем, тело, которое мы видим, Да. и есть еще что-то большее, чего мы не видим, да, но очень сильно на нас влияет. Что это? Наше, Энергия. да, ну, ментальное, духовное, так скажем, тело, да. И вот именно как раз-таки от вот этого, от этой емкости, так скажем, которую мы не видим, да, и наша пропускная способность, и зависит количество денег, которые мы можем пропускать через себя. А как Удержать ее. А как понять, емкость большая или маленькая? Только по внутренним ощущениям. Я не могу сказать, вот, Арман, у тебя вот такая емкость, а вот у тебя на 5 литров, а у него 7,5. Да, у Анар там еще какая-то. Да. И еще я еще хотела сказать по поводу емкости, да, и большие деньги, и долги, и кредиты. Когда ко мне приходят именно с запросом того, что я хочу там x10, там еще что-то, да, определенную сумму, я говорю, окей, хорошо. И первый мой вопрос: у тебя есть долги? Относительно вот этой же емкости мы не сможем наполнить, так скажем, дырявый кувшин, да, пока там есть какие-то утечки. Именно как раз-таки долги это и будут вот эти вот дырочки, из-за которых наша емкость и не будет наполняться. Да? А если вот такой долг, который, ну, условно, легко закрывается, допустим, какой-то кредит, рассрочка? Тогда нам надо закрыть. То есть в любом случае важно закрыть? В любом случае, да, надо будет закрыть. Эх, придется нам всем закрывать долги. Понятно, к этому пришли. Хорошо, да. Это как этап. Потом, в целом, как ее увеличить, вот эту емкость? Как увеличить, я обычно даю практики. Вот сейчас вот думаю, какую можно будет параллельно практику сделать, да. Но здесь вот надо еще смотреть, когда ты зарабатываешь деньги, бывает такое, вот ты вот говоришь, меня вот что-то распирало, хорошо, если даже не x8, не x10, да, что-то поменьше, но что-то больше, чем обычно. Да. Что тебе хочется сделать, когда ты заработал больше? Да. С кем-то поделиться хочется? Хочется пойти и купить что-нибудь в магазине, там, красивую какую-нибудь вещь, одежду, близким, родным, себе, вот. И хочется с кем-то, ну, то есть ты хочешь поделиться, да, вот я сделал там да, то-то, то-то, то-то. Да. Вот это вот вау, да, это как раз-таки говорит о том, что наша емкость сейчас недостаточно большая, так скажем, для того, чтобы уместить этого, да, эту энергию, и мы начинаем вот делиться со всеми, для того, чтобы, ну, как это вот воду расплескиваешь же, вот что-то такое, да. А здесь вот надо бы, я вот говорю, если ты видишь, это происходит, и ты проживи это спокойно. Вдох, выдох, да, вдох, выдох, все хорошо, нормально. И таким вот образом стараться, если даже тебе прям так хочется сильно поделиться, именно с теми людьми, с которыми ты желаешь такого же роста, так скажем, да. То есть это значит, что не нужно делиться, когда ты деньги получаешь, или как? Или надо это, типа, переждать с этим, день-два походить? Да, потом... то есть спокойно, понимаете, всегда ровно и спокойно к этому относиться. Не так вот, что, то есть меня вот прям шарашит, о, я сделала эти деньги, да, вот классно. То есть ты уже заранее говоришь, что, то есть ты удивлен тому, что ты это сделал, как будто бы не готов был к этому. То есть нужно где-то переждать, да, момент? Да, желательно, то есть это вот спокойно вот воспринять, если ты не получаешь, окей, тогда пережди, вдох, выдох, успокойся, да, так скажем, прям вот дай вот, так скажем, осеться этому всему в твоем теле, и дальше уже можно будет, да, ну, вот как-то вот проживать это. Окей, хорошо. Как увеличить вот эту энергоемкость у себя? Я рекомендую делать какие-то действия, которые ты не совершал ранее. Те же покупки, какие-то новые места,
какие-то новые действия, да, для того, чтобы проживать этот новый опыт. Мгм. Когда ты в любом случае идешь в новый опыт, тебе необходимо будет что-то для себя, как скажем, работать над какими-то такими своими качествами, да. Мгм. И когда ты наращиваешь эту новую способность, ты начинаешь уже и больше впускать в себя, так скажем, вот. Например, вот даже с нашей встречи, да, вот, например, я всегда захожу вот с таким вот, то есть с каким-то намерением того, что я хочу получить, для чего я это делаю. Для того, чтобы что? Для того, чтобы позволить себе внутри какое-то действие. Да? И даже хожу на некоторые обучения для того, чтобы что? Оплачиваю там одним чеком 5 миллионов, 10 миллионов, для того, чтобы расширить себя. Для того, чтобы пропустить и разрешить внутри себя такие же действия, чтобы ко мне входили, понимаешь? Это вот даже вот та же банальная фраза, да? Для того, чтобы получить, ты сначала отдаешь. Вот, это про это. То есть отдаванием тоже, да, как бы Да, но не увеличивается просто вот так это. отдаванием, да, но вот именно Да. с таким намерением. Я это делаю, я покупаю, к примеру, наставничество за 5 миллионов, и тем самым я разрешаю себе впустить также, чтобы ко мне тоже такие легкие, ну не то, что легкие, так же легко приходили деньги. Окей, а вот тему долгов мы еще затронули, да, то есть сразу же хотелось бы ее и как бы добить уже, докрутить. Вообще, почему долги возникают? Долги это такая некая попытка удержать связь. А удержать связь с кем? Как ты думаешь? С родителями. Потому что, когда заходим в практику, в проработку, в любом случае мы вроде бы как не хотим эти долги, да вот я устал, я не хочу, я хочу закрыть, я хочу избавиться, но тем не менее, когда мы заходим в практику, выходит такое, что, оказывается, мы любим эти долги. Мгм. И мы и желаем какого-то внимания и любви от долга, так скажем, да? А почему? Потому что мы изначально в долг помещаем своих родителей. И когда нам не хватило, так скажем, какой-то любви, одобрения, еще что-то вот такого, да, внимания, подтверждения от родителей, поддержки, да, связи, тогда мы создаем искусственно вот эти долги для того, чтобы получить эту любовь и внимание. Казалось бы, очень немного странно и, как бы сказать, такая нездоровая форма получения любви, да, но тем не менее на практике выходит именно так. И мы все, признайте себе, что мы любим свои долги. Ого. И мы их намеренно создаем. Вот бывало такое, вроде бы ничего не предвещало, да, все вроде только раскидался, и тут раз, и на ровном месте опять долг. И потом еще один долг. И вот такая вот прям какая-то кабала, что я не могу выйти из этих долгов. И в любом случае, то есть в любую тему, какую мы не пойдем, мы в любом случае будем прорабатывать кого? Родителей. Понятно. И что теперь делать? Есть какие-то практики с долгами связанные? Да, Не ну в знаю. первую очередь мне хотелось бы сказать, чтобы у тех людей, у которых есть долги, кредиты, рассрочки, да и в принципе обязательства не только денежные, а вообще какие-то обязательства, обещания, еще что-то такое, да, вам необходимо выписать все это, суммировать. То есть, например, вроде как я понимаю, что у меня там рассрочка есть какая-то, тут у меня есть какой-то небольшой долг, и примерно суммарно, возможно, это где-то там 1 миллион выходит. Но так не работает, это какая-то иллюзия, да, уже происходит. А когда вот человек садится, прописывает, там, я, например, там, должен Каспий-банку такая сумма рассрочки, да. Кстати, рассрочка – это тоже все равно кредит. Почему-то большинство думают, что это вот я так финансово такой грамотный, я вот беру рассрочку, вот как-то так. Например, я там должен Арману там определенную какую-то сумму, прямо выписать все свои долги наглядно, суммировать их, и, например, и выходит какая-то энная сумма. Для чего это делается? Для того, чтобы мы увидели, осознали, сколько все-таки я должен. Следующим пунктом я бы хотела сказать, чтобы вы выписали для себя, опять-таки, наверное, ну как минимум пусть будет 100 пунктов, чем ценно для меня иметь долг. Такая интересная логика, да. Вот давайте я сейчас попробую. У меня просто есть тоже долг, у меня есть там кредит на машину. Я вот сейчас скажу, вот чем ценно для меня иметь долг? Тем, что это меня мотивирует зарабатывать, тем, что это
М, Да, вот ответственность, которая... Короче, какая-то проблема, которую я решу по итогу. Ну, такой победителем выйду, супермен такой. Мгм. Потом что еще? Ну да, вот это вот основное такое приходит, то, что первое сейчас в голову. Да, что это как будто бы он все-таки создает такую мотивацию для действий, Да, можно да, так мотивация сказать? для действий в Да, моем случае, да. вот. И то есть вот тут еще и выписать и другие, да, это вот тебе то, что вот первое пришло, да, а вот когда ты выписываешь еще больше, думаешь, уже вроде бы все. Но тем не менее, хорошо, если пусть ты даже придумаешь или додумаешь, так скажем, но тем не менее, оно, значит, этому и есть место быть. Окей. Практика. Выпишите сейчас прям, Да, почему получается, выгодно иметь мне долг. чем ценно для меня иметь этот долг, да? Вот, получается, первое, это тебе надо будет выписать все долги, суммировать. Второе, ответить себе на вопрос, чем ценно для меня иметь долг. Итоги конкурса из подкаста с Асель Машановой. Асель подарила вам 5 сертификатов по 30 тысяч тенге в клинику Метабади. И это можно использовать как на чекап, проверить себя, да, так и можно взять какие-то БАДы. Поэтому вот 5 победителей, которые теперь будут думать, что им взять, как это использовать. А вы участвуете в этом интерактиве, в этом подкасте. Тоже очень крутой будет приз, даже призы. Погнали! У меня есть такая история, что немножко сложно деньги приходят, то есть так получается, что я все время думаю, что за них надо мне что-то отработать как-то вот определенным образом. То есть я там стараюсь много отдать, чтобы прям вот человек был точно доволен, там все нормально. Почему такое происходит? Тут такой момент, что если хочется как будто бы больше отдать, как будто бы я, наверное, здесь может быть даже два момента, что как будто бы я не совсем чувствую какую-то свою ценность, и мне хочется таким вот образом догнать и дать ему больше, да. Это обычно делают, когда вот на какие-то вот курсы, да, цены завышают, и чувствует человек такое вот, как будто бы я уже должен что-то ему, да, а, потому что он получил больше. Он чувствует, что он получил больше, и он хотя бы вот там кого-то приведет, как порекомендует, либо что он еще может сделать, либо какой-то супер отзыв оставить, да. Либо этот момент может быть, либо второй момент, что здесь тогда надо будет поработать с самоценностью, да, почему я это так делаю, либо это делаю намеренно, так скажем, да. Интересно, вот самоценность. Откуда это возникает вообще? То есть почему на одной и той же должности кто-то зарабатывает больше, а кто-то меньше? Вообще почему одни себя так как бы ценят, другие нет? То есть почему так происходит? Мгм. Вот по поводу ценят, да, и я вот скажу, вот у нас тоже, да, есть много психологов, в любой отрасли есть очень много экспертов, но кто-то зарабатывает 5000 тенге и еще пытается там скидки какие-то сделать, да, а кто-то ставит 5 миллионов, и ему нормально, да. Опять-таки, это из внутренней уверенности, да, это тоже прорабатывается и нарабатывается. И еще тут такой момент, что я себя уже не ценю свой продукт, я не уверен в своем продукте, и, соответственно, я начинаю что делать? Значит, я так и стою, делаю скидки, снижаю стоимость, да. А когда человек все-таки уверен, и он видит, что он дает крутой результат, да, и он чувствует, что он действительно стоит на эти деньги, тогда он и, соответственно, повышает стоимость, ну, то есть дает какую-то определенную цену. А чтобы все-таки повышать, это вот надо прорабатываться, да. Опять-таки здесь все равно мы упремся в родителей, но и постепенно все-таки вкладывать в себя, в свое образование, да, и этими моментами тоже дорабатывать. Давайте теперь все от долгов, да, к чему-то более позитивному, как вот выйти реально на новый какой-то уровень. Вот я хочу поделиться своими какими-то штуками, да, вот что мне вот помогает. И может быть вы там как-то в процессе добьете, докрутите с точки зрения профессиональной, да, вот делюсь своим опытом. Первый вопрос, который себе можно вот поставить какую-то цель, да, ну, во-первых, понятное дело, всегда нужно поставить цель. И тут ты сразу смотришь по себе, да, вот примерно оно вот зажигает, не зажигает, насколько для тебя реально, может, давит. Если давит, то, в принципе, я всегда отодвигаю. Если зажигает, то все, погнали. И тут следующий вопрос, типа, почему мне выгодно не достигать этой цели, короче? Почему? Что тогда изменить? Чего я там
боюсь. Ну, вот в моем случае я всегда чего-то Да-да, боюсь. вторичные выгоды, да, те моменты, те факторы, которые тебя сдерживают, так Да. скажем. И это может быть очень так рационально звучать, что очень даже, ну, типа, у меня сейчас маленькие дети, там, то-то, 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 это не актуально, да. И вот этот вот вопрос, который я вот проговаривала, чем ценно для меня там, не идти к определенной своей цели и Да. опять-таки выписывать. Этот вопрос, он очень уникален, потому что во всех наших действиях или бездействиях всегда сидит какая-то вторичная выгода. В тех же долгах, в тех же отношениях, в тех же деньгах, доходах, да, почему я не иду туда? И всегда есть эта вторичная выгода, она вот как словно тень, которая преследует нас. Супер. Давайте вот прямо сейчас найдем эту вторичную выгоду, выпишите вот свою цель и снизу напишите, а почему мне выгодно ее не достигать? Почему мне выгодно, чтобы этого не произошло? И там на самом деле откроется очень много всего. Да, чем ценно для меня быть вот в этой точке? Да, вот допустим, я сейчас думаю, вот почему мне выгодно не зарабатывать, допустим, не знаю, там 100 миллионов тенге? Вот почему мне это выгодно? Потому что у меня не будет каких-то проблем, потому что у меня их не украдут, потому что я не стану плохим человеком, что-то типа такого вот у меня всплывает. И вот эти вот штуки надо уже, соответственно, вот с такими экспертами Ну, вы знаете, да, перерабатывать. даже не то, чтобы прорабатывать, когда вы уже выпишете, вы уже снимете напряжение, и Мгм. уже пойдет какое-то действие, энергия придет, да, вот когда ты сказал же, что вот она вдохновляет, да, это же про энергию, Да. что тебя вдохновляет, ты наполнен, ты чувствуешь такой вот прилив, самое главное убрать это напряжение, чтобы вот это опять вдохновение было. То есть мне кажется, что важна энергетика, да, то есть тут как бы такой момент, что если ты не достигнешь цели, если не будет энергии, соответственно, да, и вот тут вот с точки зрения вот какие есть психологические упражнения, которые позволяют энергию высвободить. Ну вот, то есть вот допустим, я приведу свой пример, да, мне очень помогает выписать все, вот взять, запишите себе прям, где у меня застряло внимание, вот особенно вот в прошлом. То есть я вот себе представляю так, что у нас есть 100% внимания, и вот есть какие-то моменты в прошлом, из-за которых это внимание где-то застревает. И оно, знаете, там где-то на 20% застряло, где-то на 10% застряло. И вот мы ходим с вот этими 70%, что-то пытаемся сделать. И вот когда ты вернешь себе вот эти все 30%, которые были в прошлом, то и, соответственно, ресурсов тоже больше будет достичь цели, да? Да, Какие да, да. есть вот практики, упражнения, которые помогают еще больше, то есть, да, высвободить цели? Вот я сейчас эту вспомнила энергию? такую классную практику, когда мы выписываем свои как минимум 10-15 достижений. Это как раз она очень сильно повышает нашу самоценность и уверенность в себе. Мы выписываем 10-15 своих достижений, и под ними мы указываем как минимум 5, может быть, даже и больше качеств, 10 качеств, да, которые помогли мне достичь этой цели. Мне кажется, людям с низкой самооценкой это Это просто очень классная, обязательная да. практика на каждый день. Супер. Причем, да, давайте так обозначим сразу. Вот эти вот победы, это же не обязательно, да, там из серии там типа я вот горы свернул, 2 детей Нет, родил. не Это вот обязательно. Да, вот могут все, что быть тебе откликается, где ты чувствовал себя, возможно, там хорошо, успешным, хорошо, успешным, да, каким-то классно. определенным, да. А в какой-то момент бывает особенно, да, вот у людей, ну, бывают такие моменты, что мы как будто бы проседаем, да, и здесь очень помогает. Ты вот вспоминаешь, а вот тогда-то я делала такие крутые запуски, к примеру, или вот тогда-то я зарабатывала вот столько. Но это же тоже ты. Да. И сейчас тебе важно вернуть ту энергию и те качества, И ту уверенность, и ту силу. уверенность, да, и ты что ты делаешь? Ты, по сути, проживаешь именно, ты погружаешься в это событие и наращиваешь себе эти же качества, это же состояние. Вот. Супер, классно, отлично. Что еще может мне увеличить эту энергию? По поводу техники, да, вот Да. я даю вот такую вот технику вот по поводу вы чувствуете свою энергию, да, как ее чувствовать, свою энергию. Я вот просто вот даю, говорю, вот разотрите ладони, да, и вот постепенно вот начинаете вот так вот пульсировать. И вы должны прочувствовать сопротивление. Да. Как будто бы там шарик. Вот ты уже прочувствовал? Да, чувствую. Да. И можете вот закрыть глаза, это вот желательно вот даже самим поделать, да, в такой вот приятной обстановке. И закрыть глаза, этот шарик, да, это уже какая-то такая вот мистика, я чувствую свою энергию, да. И вот в этот момент поблагодарить за те качества, за все, что у тебя есть в жизни. Вспомнить какие-то
возможно, там лица детей, родителей, да, какие-то хорошие события в своей жизни, да, и за каждое событие прям поблагодарить, и с каждым разом попробовать расширять руки, да, и ты прочувствуешь, что в конце у тебя вот ты прям необъятный такой становишься, и ты внутри будешь чувствовать такую наполненность, расширенность, вот это вот, кстати, вот по поводу расширения и денежной емкости, она тоже очень классно, хорошо помогает, да, расшириться, потому что в этот момент мы чувствуем, что как будто бы меня становится больше. Прикольно. То есть ты как бы наглядно, когда благодаришь, увеличиваешь количество благодарности, и ты такой понимаешь, что Количество тебе есть благодарности много за и что благодарить, энергии, да, да, типа? энергии, потому что мы же Классно. все равно хотим повысить свою энергетику. Супер. Вот я сюда тоже можно добавлю, я каждый день себе выписываю 10 благодарностей. Вот просто каждый день я понял, что вот это вот именно ощущение благодарности, это, по-моему, одно из самых высоких состояний, которые вообще можно испытать. Каждый день выписываете благодарности, и это очень сильно повышает просто энергию. Ты это вот чувствуешь вот всеми частями тела. Поэтому реально тоже попрактикуйтесь, это очень круто работает. Да, особенно когда вот если совмещать именно вот с этим, ты прям начинаешь чувствовать, что ты прям наполняешься. Да. Потом есть такая штука, как энергетические гири, да, то есть это то, что, ну, конкретно тебя давит. Допустим, там, это непринятое решение, какие-то вещи, которые ты хочешь сделать, но не делаешь, какие-то вот... Это вот именно вот мы вот как-то говорили, да, про обязательства. Бывает вот у нас финансовые обязательства и вот наши обещания. Это вот тоже нас очень сильно оттягивает назад, очень сильно отнимает нашу энергию. Здесь надо бы уже, то есть опять-таки провести ревизию, что на сегодняшний день актуально из тех обещаний, которые я давал, да, а что не актуально. Если то, что актуально, тогда надо выполнить, договориться с человеком, да, что вот, возможно, даже на других условиях, окей. Но закрыть для себя этот гештальт и эту утечку своей энергии. И вот как понять, что у вас есть энергетическая такая гиря или нет? Просто представьте, что вы это сделали, убрали это из жизни. И вот если вы чувствуете облегчение, то это гиря, да? Поэтому я бы, ну вот что сделать? Давайте практика. Выпишите сейчас списком все ваши энергетические гири, которые на вас конкретно висят и отнимают, высасывают вашу энергию. И просто выпишите, как их можно завершить. И сделайте это. Ваша жизнь просто уже прибавится там плюс 100 к энергии. 100%. Да, и тем более большинство из них уже могут быть неактуальны. Да, супер. Энергию мы подняли. Идем дальше. Что еще нужно? Уже действия. Да, обязательно прям совершать действия. А вот если, допустим, вот ты в действиях чего-то боишься, вот часто мне пишут, особенно в дайреке, я вижу, что там типа я боюсь действовать. То есть какие психологические тут есть практики, упражнения или ну, что может убрать вот этот страх действовать? Да, вот есть такая обычная тоже вот простая практика, которую вот можно дать большинству людей, это ответить на вопрос, придумай, что может быть хуже, чем этот страх. Мгм. Вот. И как минимум тоже, вот пусть будет 50 или сколько-то пунктов, придумай, что может быть хуже, чем не выполнить там что-то, или не заработать эти деньги, либо придумай, что может быть хуже, чем публично выступить, Да. к примеру. Да? Так. И когда ты просто выписываешь те страхи, все мысли, которые у тебя есть на тот момент, ты уже опять-таки выгружаешь. Я вот помню, кстати, я ее тоже пользовалась, как-то выступала в университете, КБТУ, по-моему, да, я не помню уже, какой это университет был. И я чувствовала, так я чувствую, что почему-то у меня прям волнение, тревога, там очень большое количество студентов. И вроде как я умом осознаю, что, вряд ли, что они будут мне прям большинство слушать, да, но тем не менее я чувствую, что это просыпается у меня тревога, и я тогда в моменте себя начинаю задавать. Придумаю, что может быть хуже, чем я выйду и выступлю, да. Я прям себе проговариваю, да, ну ладно, опозориться, облажаться, там еще что-то такое сделать, да, и мне в моменте становится легче. Потому что я понимаю, что, в принципе, оказывается, я в безопасности, у меня все в порядке, все окей, и я возвращаюсь. Супер, хорошо, окей. Разогнать, короче, что может быть хуже, и начать действовать, правильно? Окей, супер. Что еще может помочь больше и лучше действовать сразу же, да, то есть не думать? Я вот обычно рекомендую еще поделить на какие-то подцели. Хотя бы вот даже вот сделать какое-то вот на минималках. Там у тебя, не знаю, вот цель 5 миллионов, хорошо. Может быть, сейчас вот ты раздробишь какими-то определенными небольшими целями, да? Декомпозиция. Декомпозицию сделать, да, и вот уже хоть какой-то минимальный шаг уже сделать в этом направлении, а дальше уже оно само как-то вот закручивается, как-то вот
включается, Шаг да? за шагом, да, уже Да, условно? степ-бай-степ, да. То есть, условно, вы там поставили цель миллион тенге это, допустим, там 10 клиентов по 100 тысяч, да, и, соответственно, ты берешь уже, сейчас задача первая, закрыть первого клиента за 100 тысяч, и ты начинаешь это делать, добиваться, раз, все, победа, о, классно, пошел дальше второго, и так далее, и вот вам вот этот вот миллион, собственно, и вышел, то есть Да, про это да, 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 говорится. да. Классно, хорошо. Единственное, в процессе, вот я, наверное, вот такой момент, что когда есть сомнения, и чем больше человек сомневается и не принимает решения, тем сильнее он начинает раскачивать какую-то вот негативную ветку событий, просыпаются программы, еще больше страхов, да, поэтому я рекомендую всегда все-таки в моменте сразу же принимать решение. Если чувствуешь, что в моменте был отклик, окей, тогда делай. Иначе ты в процессе, вот пока ты будешь думать, пока ты будешь там раздумывать, да, ты уже очень много энергии сольешь. Вот. И мало того, энергии сольешь, еще и какие-то вот, я говорю, программы поднимутся. То есть вот сейчас мы же живем в такой век, когда все мы очень много думаем, говорят же overthinking, да, то есть когда ты очень много обдумываешь, а что если, это об этом, да, Да, идет? да, да, да. И то есть в этот момент, то есть надо изначально, получается, как правильно, то есть как избавиться от этой Это штуки? тоже такой вот навык, когда ты научаешься сразу же принимать решения. Мгм. Это вот не сразу получается, да, опять-таки постепенно, потому что у нас уже сформировался определенный паттерн поведения, что я привык сомневаться, страшиться, бояться, да, откладывать. А тут вот мне надо вот сразу же в моменте принимать решение. Сначала окей, может быть, по мелочам, даже вот элементарно, может быть, за покупками. Я хочу там эту колу. Окей, тогда сейчас я в моменте ее буду брать и не раздумывать о том, что она полезна или не полезна, да, там какие-то такие вот моменты. И на таких вот мелочах и постепенно уже перекладывается этот навык, нарощенный навык, и на более крупные проекты. То есть научиться прокачать именно свою вот эту способность принимать моментальное решение, то есть от чего-то мелкого идти к чему-то большему уже, да? Супер. И не разгонять в голове. Если разгоняешь, то тормозить и Чем действовать. больше, да, ты сомневаешься, тем больше у тебя начинает подниматься страхов, программ, каких-то паттерн, да, негативных именно. Вот если ты, наверное, замечал, что чем больше ты начинаешь думать и сомневаться, тем сильнее ты сливаешься. Ну да. Вот, это вот про это. Я недавно вот начал классную книгу слушать, мне очень понравилось, там вот этот «Квантовый воин» называется, я просто много где слышал про эту книгу, кстати, рекомендую, и там очень прикольная такая мысль, что, грубо говоря, нашу жизнь формирует убеждения, да, и исходя из этого ты уже смотришь как бы на этот мир соответственно, да, то есть это как такая линза, да, твоего восприятия этой реальности. И, соответственно, да, там, у кого линза, там, деньги — это классно, это крутой инструмент, соответственно, и они зарабатывают больше, чем те, кто смотрит на мир через линзу, там, деньги — это опасно, страшно и так далее, да. Какие вот есть такие позитивные линзы про деньги, которые мы можем с сегодняшнего дня засунуть себе и начать на это все смотреть вот уже. Это вот как с раз-таки другого вот ракурса. каждый живет в своем мире, да? Да. Я вот, кто во что верит, тот и живет, вот, скажем, в той реальности. Это вот про это. И я не могу сказать, что есть конкретные убеждения, которые подходят всем, потому что они все равно будут индивидуальны. Если я скажу там, я там магнит для денег, вот то, что самое банальное, да, там еще какие-то убеждения, но я внутри не верю, но все равно бессознательно не пропустит. Ну да. Да, и поэтому здесь это будет очень индивидуально. Человеку надо будет самому, вот мы же выписывали страхи по поводу денег, и вот напротив каждого страха, возможно, можно будет прописать уже какие-то свои более положительные, Как перевертыш такой, да, как перевертыш, да, почему я не хочу иметь больших денег, и уже перевертыш, а почему я хочу иметь большие деньги, да, либо чем плохо или чем хорошо. Именно вот тогда человек сам будет отвечать на эти вопросы, и это будет именно его индивидуальное. Прикольно. То есть такая практика, да? Вы пишете списком, чего вы боитесь, или там, что еще может быть в отношении денег? Чем плохо иметь деньги, Да. или большие деньги, да? Почему я не хочу иметь деньги, и наоборот. Напротив, вы пишете, как это, грубо говоря, зеркально, да? Допустим, Да. вот я приведу пример, да, допустим, там, я боюсь больших денег, потому что там это опасно. Или вот я могу сказать, я там радуюсь большим деньгам, потому что это не безопасно, а потому что это комфортно. Вот. То есть такая противоположность.
И я потихоньку себя в этом убеждаю. И вот где-то это выписать и просто перечитывать каждый день, и как бы это вслух проговаривать, и потихоньку это может реально зайти вам в голову и стать вашим убеждением, а убеждение уже отразится в реальности. Да, ну и самое главное, видеть, находить подтверждение извне, да? Например, кто уже так живет, у кого так получается, у кого уже работает это, да, например, что там, мы же тем более в любом случае сейчас большинство транслирует это через Инстаграм, и нам все-таки доступно, да, увидеть, прокачать свою насмотренность То в есть этом плане. найти уже человека, кто Совершил или совершает, или живет, или с этим убеждением, прожил, да, условно. Ты вот. понимаешь, что у него прям это убеждение есть, да, Вот, допустим? да. Супер. Ну и плюс, и, конечно, еще круче это вот оказаться в таком обществе, сообществе, да, вот когда мы контактируем с такими людьми. Окей, если сейчас тебе это недоступно, как делала и делаю я, мне это недоступно, но я хочу туда. Хорошо, ну, купи его продукт какой-нибудь. Супер. Да, Кстати, там наставничество. Я вот подтверждаю, допустим, пример такой. Мы этим летом с Кариной поехали на обучение, на мастер-майнд, и попали в общество людей, кто зарабатывает там от 50 миллионов тенге ежемесячно стабильно. Вот там было такое вот общество. И рядом со мной сидел человек, который зарабатывает 750 миллиардов тенге в год, его оборот. И я помню, как я просто смотрел на него и думал, во-первых, твоя мать, что это такое, это вообще как это возможно? А во-вторых, я думал, а я бы обосрался на его месте. И такой, я, оказывается, боюсь. И это для меня вот, я вот на него смотрел и записывал все штуки, мысли, которые у меня появляются, пока я на него смотрю. Да, и я такой, так, я бы обосрался, так, я бы не выдержал, так, мне нужно изучать финансы, потому что как бы я не смог столько денег посчитать. Так, что еще, я бы, наверное, думал, куда их распределить, надо понять как бы с инвестициями, как то все. И у меня вытащился такой, собрался такой некий план. И, кстати, интересно, что после той поездки мы увеличили свой заработок x3, и если раньше я бы думал, ой-ой-ой, это много, то после того, как я увидел людей, кто зарабатывает эти суммы легко, и для них это вот так, мне сейчас стало нормально столько зарабатывать. Да, потому что ты повышаешь свою планку, Да. и это самый легкий способ влиться в такое Поэтому общество. вот подумайте, запишите для себя, куда я могу сейчас вписаться в ближайшее время, в какое сообщество, вот сколько сейчас бизнес-сообществ, курсов, обучений, это реально классно, то есть просто впишитесь в какую-то такую движуху, где люди зарабатывают, и желательно больше, чем вы. Хоть вам будет больно, но это реально очень полезно по итогу будет. Да, это очень классно окружение, потому что оно в любом случае очень, очень сильно сказывается на нас, потому что мы в любом случае будем плюс-минус так же. К примеру, он 750 миллионов зарабатывает в год, окей, значит, твой доход тоже в ближайшее время вырастет. Окей, супер. Что еще может вот так вот повлиять на заработок? Вот какие такие еще фундаментальные вещи? Когда мы совершаем все-таки новые действия, у нас приходят совершенно какие-то вот новые, даже не то чтобы вот поднимаются новые пласты, с которыми мы не сталкивались ранее. То есть что это такое пласты? Какие-то вот новые страхи, так скажем, да, какие-то вот новые ощущения, да, вот. И для того, чтобы пойти, то есть очень много программ поднимается, потому что этого не было же. И ты идешь в новое для того, чтобы совершить какой-то вот опять-таки вот этот вот квантовый скачок. Вот. Для чего? Для того, чтобы было вот это состояние немножко такой турбулентности, так скажем, которое... А что такое состояние вот этой турбулентности? Когда очень много приходит энергии. И вот на этой энергии мы и можем совершить, сделать этот квантовый скачок. То есть когда ты идешь новое, ты боишься, и это вот эта вот энергия, которая ты проживаешь. тебя это трясет, допустим, вот это все, это условно про турбулентность, она имеется в виду, это большой приток энергии, Да. который можно грамотно
грубо говоря, саккумулировать в позитивное русло, и Да, оно да, пойдет да. как именно новый уровень, да? Вот. И это обязательно всегда даю. Я и сама тоже использую такое. Идти в новый опыт для того, чтобы поймать вот эту энергию, так скажем, да, волну. Вот когда вот ты серфишь же, это вот про это, да, и ты чувствуешь, что у тебя вот классно, то есть ты это прожил, тебе очень много что надо было пройти, внутренних страхов, какие-то могут быть болячки подняться, да, там что-то такое. Но ты это проживаешь, и ты чувствуешь, да, классно, я прошел этот опыт, и ты чувствуешь вот это вот ощущение такой турбулентности, и ты эту энергию намеренно направляешь на что-то. То есть ты изначально ставишь намерение на для того, чтобы прожить этот новый опыт, чтобы совершить следующий скачок, следующий Прикольно. шаг. То есть вот почему действительно большинство людей часто говорят, я боюсь сделать новое действие, и по сути поэтому и не растут. Но прикиньте, именно в новом действии и есть вот этот вот как раз-таки ваш новый уровень. И вот в одном из подкастов тоже с Михаилом Дашкиевым мы обсуждали тему этого, как называется, аномального опыта, да, то есть когда ты совершаешь новое действие, совершаешь новый аномальный опыт, который ранее был невозможен, у тебя мозг твой регистрирует какие-то новый факт какой-то, и после этого происходит, соответственно, и новая реальность. Поэтому вот Трансформация запускается, да, новая, чтобы перейти вот на эту новую ветку реальности, да. реальности. Поэтому выпишите сейчас для себя, что для вас будет новым действием, которое вы можете сделать в ближайшее время. Вот выпишите. Какой новый прожитый опыт позволит вам зафиксировать какие-то, что-то новое в жизни, да? И вот это вот и может как раз-таки повлиять на ваш новый уровень следующий. Да, и у Прикольно. каждого это будет свое, потому что оно в любом случае, у каждого оно прям вот крутится в голове. Вот я хочу выйти в прямой эфир, и мне страшно, окей, тогда значит тебе нужно будет именно это действие. Или, например, я хочу прийти на подкаст с Арманом Юсуповым. Для чего? Для того, чтобы прожить новый опыт, который даст мне заряд энергии, и благодаря которому я перейду в какую-то новую ветку вероятности, так скажем, да, в новую свою реальность и совершить этот квантовый скачок. Да, а у меня вот сейчас мысль, что все, надо запускать свое вот это обучение, потому что я вот об этом задумался, потому что для меня почему-то страшно, я всегда все делаю в партнерстве. А тут я как бы там, по сути, один все это буду делать. И вот он твой новый опыт. Да. Идти самому. И я, короче, капец этого боюсь. Представьте, друзья, я вот тоже все там боюсь, и тоже мне непонятно, и поэтому я думаю, что давайте вместе тестировать, делать. Это очень классно, супер. А вот как понять, моя цель или она не моя, навязанная, может быть, вот что-то в этом роде? Вот с этим вопросом, кстати, я очень часто и сама сталкивалась. Я не совсем как будто бы даже понимала, это мое или нет. А почему так происходит? Потому что мы очень часто в своей жизни где-то уступаем, соглашаемся, да, в процессе жизни, да, и потом мы уже не совсем понимаем, а мне это нравится или нет. Есть люди, которые сразу понимают, да, мне это зажигает, и все. Да. А большая часть все-таки именно из той категории, что не совсем понимаю, поэтому и идут вот поиски себя и поиски предназначения. Здесь вот, опять-таки, если прям уж совсем нет понимания, тогда уже постепенно, да, вот я вот всегда говорю, поставьте руку на солнечное сплетение, закройте глаза, и внутри вы точно знаете, чего вы хотите. И если у вас, вы чувствуете вот эту вот энергию, что вас прям зажигает, да, вот потому что я знаю, что некоторые ставят цель, я хочу, такая выживальческая, я хочу заработать там 1 000 000, а на самом деле она его абсолютно не зажигает, да, ему хочется там больше суммы, да, и когда вот эта большая сумма идет, у него глаза загораются, ему хочется сразу действовать, вот это вот уже как показатель, что это его, и ему туда и энергии приходят, и люди придут туда именно на его цель, так скажем, на его истинную цель, на его истинную потребность. Окей, супер. И мы все хотим прийти к точке Б, и для того, чтобы определить, что меня держит, вот это именно для этого я записала урок. Окей. То есть здесь его сейчас практиковаться это как бы неудобно, Нет, да? не вот? совсем удобно, все-таки это лучше прям в записи, в смысле посмотреть урок, да. Что нужно сделать? Надо будет подписаться, и я вам автоматически скину этот урок. Всё, кому нужно, те сделают. Супер. По традиции мы всегда в конце дарим от наших, гостей какие-то подарки, какие-то там, не знаю, кто-то обучение дать, консультации. Что можем от вас подарить? Я хочу тогда подарить 5 личных консультаций со мной, как раз вот вашим подписчикам, да.
Именно на проработку мышления? Да, на проработку мышления, на прям вот полноценную консультацию со мной. Супер, классно. Как всегда, инсайт. И как вы будете это все внедрять в жизни. Все, как всегда, просто. В общем, в следующем выпуске увидите результаты. Спасибо большое. На самом деле я сегодня очень много осознал с точки зрения вот разных сторон денег. Уже все больше приходит понимание именно психологии денег. То есть приходит понимание, что это действительно должно быть с кайфом, что это должно быть то, что именно для тебя дается легко, для людей суперценно. И в-третьих, то, что, надо просто постоянно вот на уровне энергии понимать, что где идет, туда и идти, да, грубо говоря, и открывать для себя новый опыт, вот. Да, да, да. Как-то вот быть в чувствах, вернее, в контакте с собой, и идти за тем, куда тебя тянет, да, несмотря на то, что вроде бы рациональным умом кажется, что это не совсем приемлемо, так скажем. Все, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, потому что для нас, для нашей команды это супер важно и очень ценно. Спасибо большое.